Здравствуйте, мои дорогие! Очень многие просят меня показать какие-нибудь греческие рецепты. И сегодня я решила вам показать самый популярный в Греции суп. Сегодня у нас будет котосупа авголемона. Попробуйте его приготовить со мной. Этот суп очень популярный в Греции. Его используют, как вам сказать, его готовят и на каждый день, но его и используют как лекарство. Он вообще в Греции считается суп-лекарство. Обычно люди послеоперационные, выздоравливающие, кто гриппует, всем первое, что говорят, как сказать, так выписывает им мама дома, не врач, а мама выписывает куриный суп. Попробуйте его приготовить. Суп сытный, полезный и одновременно очень легкий. Ну что, мои дорогие, начнем готовить греческий суп прямо из Греции. Сегодня, мои дорогие, мы приготовим с вами один из самых любимых супов греческой кухни. Сегодня у нас будет суп куриный авголемоно. Это, наверное, не просто суп, это как традиция. Его готовят в каждой семье, и в каждой семье есть небольшой свой маленький секрет для этого супа. Здесь получается нежный куриный бульон и очень сочное мясо. Сначала нам нужно будет отварить, конечно, курицу. Для этого мы берем курицу. Здесь у меня была большая курица, 2-килограммовая, поэтому я ее разделила пополам. Вместе со шкуркой, хорошо промытая курочка у меня уже, очищенная, я ее заливаю холодной водичкой. На килограмм курицы нужно будет приблизительно 2,5 литра воды. Наливаем воду. Попробуйте приготовить этот суп, он не может не понравиться, а особенно в зимнее время это как лекарство. Закрываю крышкой и ставлю на огонь. Нам нужно довести до кипения, а потом уже снять пеночку. Знаете, даже в семьях, где дети не кушают суп, вот этот суп они будут кушать обязательно, потому что у него какой-то вкус совсем другой, не похож ни на один суп. Снимаем пеночку аккуратненько. Здесь уже у меня камера замутилась, немножко замутнела, вернее, но я все равно пытаюсь вам показать. Добавляю чищенную морковку и луковицу. Сюда можно добавить еще сельдерей. Многие добавляют, но я не добавляю, потому что мне самой не нравится его запах, резкий как-то. И ставлю уже вариться на маленьком огне. Нужно будет курицу доварить до готовности. Это приблизительно где-то займет 50 минут. Курочка у меня уже сварилась. Я ее осторожненько вытаскиваю из бульона. Таким же образом нужно будет снять и морковку с луком. А бульон нужно будет обязательно процедить. Я бульон уже процедила. Вот такая курица у нас получилась. Она, конечно, уварилась и получилась уже намного меньше. Ну что делать, такие у нас курочки. Добавляю сюда мелко нарезанную морковку. Можно морковку натереть на терочке. Никакую картошку не добавляют в суп в этот. Ну, конечно, это уже по желанию. Можете добавить и картошечку. Я вам просто показываю вариант именно настоящего супа. И добавляю сюда 150 грамм риса. Рис круглый, обыкновенный круглый, хорошо промытый рис. И 1 чайная ложка соли. Соль, может быть, придется потом добавить, попробуйте уже по вкусу. Сейчас нужно будет шкурку снять с курочки. Я вам уже сказала, что курицу отваривают вместе со шкуркой, потому что никакую зажарку для этого супа не делают. Никакой лук не жарят, никакую морковку не жарят, ничего. В некоторых семьях, вернее, курицу отделяют от костей и мелко-мелко рубят всю мякоть. У меня, например, муж любит именно ножку, поэтому я ему оставляю целую ножку, а все остальное я уже разделяю на мелкие кусочки. Добавляю все это к бульону. Бульон мы пока еще с морковкой не ставили на плиту. Закрываю крышечкой. И нам нужно будет доварить до готовности риса. Пока варится суп, это совсем недолго времени занимает, где-то 12-15 минут, нужно будет сделать соус. Вся прелесть в этом соусе. Взбиваем 1 яйцо и выжимаем сок от 1 лимона. Я вам сегодня даю пропорцию именно на 1 килограмм сырой курицы. Взбиваю хорошенько яйцо, соединяю его с лимонным соком. Суп у нас уже готов, вернее рис уже готов, рис сварился. Пока он очень горячий, но постепенно вот так вот мы добавляем бульон в соус, чтобы яйца не свернулись. А потом уже всю эту смесь нужно будет перемешать и обратно влить в суп. Суп на глазах сейчас прямо побелеет и станет немножко гуще. Я его всегда на этом этапе закрываю крышечкой и оставляю буквально на 5-10 минут, чтобы он вот так дошел. Уже не на плите.
И вот такой суп получается, мои дорогие. Здесь уже вы можете добавлять зелень по своему вкусу. Некоторые добавляют, некоторые не добавляют, потому что обычно у нас дети капризные. Мои, например, вообще зелень не кушают. Но сегодня у меня тарелка предназначается для мужа, поэтому я ее хорошенько поперчу. И у меня здесь укропчик и петрушка. Каждый уже по своему вкусу. Попробуйте, мои дорогие, мне кажется, понравится всем. Даже кинзу можно порезать, тоже получается вкусно. Мята, кинза, все подходит сюда. Суп получается у нас легкий, нежный и такой, как вам сказать, он очень не насыщает так сильно, но он вкусный, мои дорогие, и вкусный, и сытный. Как вам, я даже не знаю, как вам объяснить. Одновременно вкусный, одновременно сытный и одновременно легкий. Попробуйте, мои дорогие, приготовить этот суп. Мне кажется, всем понравится. Для разнообразия попробуйте его приготовить и написать мне в комментариях, понравилось вам или нет. Ну что, мои дорогие, будем прощаться. До новых встреч на моей кухне. Всем приятного аппетита. Надеюсь, вам всем понравился сегодняшний мой супчик. Пока-пока, мои дорогие. Всех люблю.